Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я в Икее Авиапарк. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Похожу, поснимаю полочки немножко. Тут пряник. Это, я так понимаю, термос. Ну так, к такому новогоднему дизайну подойдет. И вообще мне, в принципе, здесь ничего не нужно в данный момент. Ну, а разве что, может быть, сковородка, и то это дело терпит. Ну, может быть, я, знаете, куплю какую-нибудь свечку себе, посмотрю какие-то новиночки. Вот, а так, в общем-то, ничего не надо. Но поскольку в преддверии всех этих закрытий, неизвестно, когда еще сюда попаду, так как обещаются на неделю, но вы же понимаете. Поэтому решила... Какой интересный цвет. Нет, он стандартный, но свет так падает, что кажется что-то такое интересненькое. Вот. Поэтому решила поснимать, так как следующие влоги, я предполагаю, будут домашние, плюс уборки всякие. Нет, я тоже плюс хобби-влоги. Вот липкую ленту попадалась мне раньше такая не на одной ручке, она как бы ручка была сверху, ну как бы, я думаю, вы поняли, о чем я. Сейчас нигде таких не вижу, а это мне не совсем удобно. Ну, в общем, погуляем, посмотрим, что тут еще есть. Мне, конечно, вообще вот икеевская мебель очень нравится. Она простая, стильная, красивая, легко собирается. Столик. Когда-то маме хотели купить. Вот. Ну, что-то думали. Ну, а я такими штуками не пользуюсь. И, в принципе, мама красилась на кухне. У нас тут, ну, вы знаете, закреплено такое зеркало. Вот эти кружки некачественные. Они, кстати, сейчас и в фикс прайс продаются. Но я в Икее брала такую розовую. Как-то взяла, так поднимаю чашку, и у меня, знаете, ручка как вылетела практически. Ну, скоро полетит уже, конечно, в помойку кружка. Вот. Ну, а так вот, Икея это очень классно. У меня дома масса мебели Икея, ну, не сказать, что много, но имеется, и я ей довольна. Конечно, вот у комодов ящики, вот дно не очень классное, даже если не набиваешь сильно. Но в целом все равно хорошая мебель. И все как-то между собой сочетается. Можно как-то все подобрать. Хорошо продумано. Мне нравится постельное белье в клеточку, но то я сейчас привыкла к простыням на резинке. Вот я бы, наверное, простынь все купила. А так можно, может, пододеяльник, наволочки. Там вот серия с птичками появилась, снегири. А вот этот дизайн, что сейчас промелькнул, извините, просто очень много народу. Как-то нестандартный для Икеи. Так, а это что, хэллоуинская тема, что ли? Я что-то вырезаю по факту, что ну, не хочется, чтобы народ в кадре попадался. Там лица, все такое. Поэтому стараюсь как-то это... Комоды классные. Ну вот у меня три комода из Икеи. Один такой, сколько там, 4 или 5 ящиков, ну максимально большой. И два стандартных с 3 ящиками. Один на балконе у меня стоит, черный и белый в моей комнате. Но вот эти тоже классные, конечно, комоды огромные. Ну, мне вообще без надобности, конечно. А так... Ну, это пока без надобности, а там, может, когда-нибудь будет с надобностью. Здорово. Я даже шкафы вот эти в коридоре, которые я все собирала, тоже сама. Ну, а что, они легкие же, в принципе. Так, смотрю, что интересненького. Погулять. Погреться. Я всегда чередую прогулку в парке Ходынское поле и с походом в какой-нибудь магазин. Но обычно как? Я
иду от Новослободской, гуляю. Вот тоже красота какая. Нравится мне вот этот цвет. Как получается, серо-синий какой-то, да, серо-голубой. Вот эта коллекция, видите, и постельное белье, и кружки появились. Ну, в общем, я от Новослободской иду до ЦСКА, захожу там, может быть, беру вкусняшку, все такое, и иду гулять, как правило, на несколько часов, а потом уже иду в магазин. Нравится цвет стен, он потрясающий, конечно. Так, как бы мне еще тут в кадр не попасть. Не люблю я с маской в кадр попадать, стараюсь этого принципиально не делать. Ну, как бы требуют, и, знаете, соответственно, я ношу маску, где могут оштрафовать, еще что-то. Но моды фоткаться так я не понимаю. Да, вот зонты сфоткала, новые появились. Всякие рюкзачки. Господи, ну и дизайн. Я просто не люблю звериный принт. Брелочки, да. Ну, что, забавно на самом деле. Очень даже забавно. Я, правда, тут поняла, что мне хочется на какую-нибудь сумку эти, не брелки, а всякие значки. Раньше я этим не страдала как-то. Но для начала надо с сумками разобраться. У меня беда с тем, что я не могу носить рюкзаки. Для большинства людей это удобно, а у меня сразу идет какой-то зажим. У меня много рюкзаков, и, к сожалению, я понимаю, я не могу с ними. Я потом очень долго прихожу в себя. Ух ты, тоже прикольно, вставка в мойку, что ли, как она там. Ну, пластик, а все остальное силикон, и складывается. 349, кажется. Так, а это у нас что? А это у нас для швабры. И, как я поняла, так, сейчас посмотрим. Ну, короче, это на липучке у меня была дорогущая швабра, и к ней даже новые насадки остались. Но у нас собака, и, вы знаете, там, где животные, вот эти насадки не подходят, потому что все это забьется шерстью, и все, как бы аккуратно к этому не относиться. Нет, конечно, может, есть мега аккуратные люди, но я вроде тоже не поросенок. Хотя я родилась в год свиньи. Я люблю чистоту, просто вот если есть животные в доме, то все-таки это не вариант. А как по мне, либо моющий пылесос или обычная тряпка. И, честно говоря, ну вот я сочетаю. Ух ты, вот этот цвет мне тоже нравится. Прикольно. Ну, у меня есть ведро, подходящее мне по цвету, поэтому, но вообще классно. И такой оттенок я люблю. Ну, вы видели мой спортивный костюм, да? Так. Для уборки. Что тут еще? Контейнеры, сумки. Не знаю, раньше, конечно, мы ездили в Ашан, Белая дача. Так, это. И там я как-то с таким восторгом гуляла, много чего покупали. Ну, не знаю, сейчас, видимо, уже привыкла. Так, вот такие горшки у меня есть, я тоже брала по акции. У них супер качество. Но мне бы еще таких, но это маловато. Для фикс-прайсовских цветов искусственных, вот в черных горшках. Это, конечно, да. Маловато будет. А ценник очень хороший. Вот. А сейчас уже как-то спокойно, но я не знаю, может быть, здесь ассортимент меньше, но вряд ли. Хотя нет, наверное, меньше, потому что даже свечки на сайте и в других магазинах в большем объеме представлены. Правда, и сейчас здесь ассортимент, как я смотрю, расширяется. Но все-таки. Вот новогодние. Не знаю, я в том году не отмечала Новый год. Впервые в жизни для себя решила попробовать. А что будет? Ну что, было прекрасно. Но единственное, только у меня зуб тогда удалили. Вот эти пакетики.
типа детям каждый день подарки класть, как я видела на другом канале. Вот, ну, правда, ценник какой-то адский. Но вместе с этим я смогла полюбить зиму, но потом так неожиданно она была очень холодной, и я сидела дома практически. Ну, не то, что безвылазно. Так, ну это как у меня кровать. Ну, в этом году у меня даже в какой-то момент промелькнула мысль наряжать елку, все дела, но потом нет. Я поняла, что, ну нет, не хочу я. Это все с одной стороны прикольно, а с другой стороны вот это все доставать, наряжать, потом все это убирать. Нет. Вот на сайте смотрела я вот на эти мисочки, но они на картинке выглядели лучше, хотя пастельные цвета и мои любимые. Не, ну понятно, что это детская посуда, вот еще тарелки, но я почему-то присматривалась. Но нет. Вообще мне как-то прям очень пастельные цвета зашли. Тут детский отдел, вот это мне нравится, вообще идеально. Под мою тематику основную, да, для канала. Раньше-то косметика была, но это я говорю для тех, кто впервые на моем канале. А сейчас у меня раскрашивательный канал в основном. О, красавица какая. Ох, хвостатая. Угу. Везде эти зверюги, а ценник на них. Не, ну я брать не буду в любом случае, хотя они мне и нравятся, потому что у меня много этих игрушек, отдать некому, выбросить жалко, вроде память, все дела. Ну да, я так понимаю, если у нас была бы Икея в моем детстве, вот эта штука удобная, может быть, потом куплю. Если бы Икея была в моем детстве, мне бы родители много чего купили. Но они и так у меня были такие игрушки, которых не было у многих, потому что и бабушка доставала. А вот это, между прочим, штука классная. Типа, отделился, и вот тебе, пожалуйста. Не, ну под ноги, конечно, подушечка кайфовая, подставка. Акулы, от которых многие фанатеют, или кто это? Канцелярия. Вот кисточки. Так, это краски, значит, набор. Кисточки кайфовые, в принципе, весьма неплохие, не вылезают, и мне нравятся. Я ими долгое время раскрашивала. Фломастеры тем более хорошие. Так, это для досок, наверное. Но карандаши я не пробовала, не знаю. Акварельные у меня просто, вы знаете, много, поэтому здесь я уж пробовать не буду. Имеется в виду, что покупать икеевские. Так, фломастеры хорошие. Бумага. Картон. Папки. Вот я видела такие папки, а Марилаев своей дочке покупала. Ну, вообще они прикольно смотрятся, но я так уже несколько раз смотрю на них, думаю, брать, не брать. Вот у Амарилаев увидела, думаю, нет, мне, наверное, тогда точно надо. А сейчас смотрю, да нет, наверное, пока не придумаю для чего. Ну, просто чтоб лежали, смысла нет. А вот эти контейнеры, вот был бы вот тот цвет, что верхний, я бы взяла точно, не раздумывая, для мелочей. А розовое, ну ни к чему оно мне. Вот у Икеи вроде бы много чего продумано. Большая часть продумана, но есть какие-то моменты, но вообще. Нет, я понимаю, что Икея, как бы, да, это семейный магазин, здесь все заточено на семью. Но не исключается же, что и люди, живущие одни, тоже пользуются этим магазином. Вот. И это касается, ну, потом уже этого коснемся, посуды. Но вот в данном случае я не понимаю, почему нельзя
по цветам это как-то собрать, сделать однотонные. Потому что вот, ну, понятно, что Икея без моей покупки явно обойдется, да, но в целом я как блогер, снимающий про канцелярию, я бы купила эти контейнеры, будь они в одном цвете. Ну, либо если бы у меня кто-то в ближайшем окружении был, кто хотел бы розовые контейнеры, мы могли бы купить пополам. Но опять же, розовых тут больше и один только нужного мне цвета. Поэтому шанс, что такой человек найдется, очень невелик. Вот поэтому не беру. Хотя, может быть, и бывают другие расцветки, я как бы не знаю. Не могу сказать, что я очень сильно все это отслеживаю. Посуда классная. У меня тоже была очень красивая в детстве. Прям как, ну, настоящая. Вот кухня. Кухня тоже у меня была кайфовая такая. Я помню все эти с лампочками, все загоралось там. Вообще. Вот этот цвет обожаю. Красный домик с белым был у моей собаки. Тоже красота какая. Вон те подушки круглые. Отличные просто. Прикололась я теперь по вот этому цвету. Нравится мне у них оформление. Такие дизайны готовые. Классные. Вот эти шкафы вот промелькнули. Это у меня в коридоре под бытовую технику. Ну, вернее, как между коридором и кухней. Такс. Что тут еще любопытного? Ну вот, в принципе, да, если бы мне сейчас была нужна мебель, я бы, конечно, купила бы ее здесь. А так вот из мелочей хожу, смотрю, ну, не знаю. Подносы классные. Но опять же, объективно, у меня много подносов. Хотя у меня также есть лайф-влоги, где я снимаю, стараюсь создавать уютные видео. Но пока мне всего достаточно, а потом, если канал будет расти, тогда будет смысл приобретать, чтобы в каждом видео что-то было новенькое и интересное. Пока достаточно. Тоже красивый цвет. Вот мне нравится. Приятные оттенки. Одно время, сейчас же у меня творческий уголок, как раз вот двухъярусная кровать икеевская, и внизу длинный-длинный стол. Сейчас я даже здесь такого не вижу. Кровать вижу, а стол нет. Вот, а до этого он у меня был в другом месте, и я там думала, ездила в Икею, смотрела, как организовать творческий уголок, но в итоге просто переместилась как раз на этот икеевский стол под кроватью, а компьютер и прочее перенесла там, где я раскрашивала. Вот белый шкаф у меня такой бежевый, в гостевой комнате стоит. Для кошки дом. Ну, кстати, а чего? В принципе, недорого, как я понимаю. И неплохо. Да, тут, походу, под любой стиль можно все интересное найти. Корзиночки, органайзеры прикольные. Ну, это, правда, не мой вариант, но все равно классно. Вот цена, если кому интересно. Понятно, что я не могу все ценники пройти заснять, потому что и так видео получится даже в 2 частях очень длинное. Ну вот, чисто символически. У кого-то нет Икеи, я знаю, с удовольствием смотрят видосы. Вот. Картонные коробки у них неплохие. Я там, парочку у меня на балконе стоит, помимо тканевых органайзеров. Ну, у меня на балконе просто полноценная комната такая.
И там вся мебель икеевская. Мы покупали туда новый такой маленький диванчик, комод, стеллаж. Вот этот уголок красивый. Очень красивый. Ну, на самом деле, это я сейчас с камерой так хожу, а по факту надо как-нибудь потом. Вот этот стол, да, тоже у меня, я забыла сказать, на балкон я покупала. Но стекло, имейте в виду, оно не закреплено и не предполагает закрепление. С одной стороны, удобно мыть стекло, хотя, опять же, лучше протереть, чем мыть, а то, не дай бог, выскользнет, разобьется. Но вот если, например, у вас там дети и так далее, то такой стол не вариант. Иметь в доме небезопасно. Ну или у кого прям очень подвижные животные.